Народ, всем привет! Год назад я рассказывал о том, как мы купили себе вот такой вот робот-пылесос фирмы Xiaomi. Это модель Xiaomi Mi 1S. И, если честно, это была лучшая покупка прошлого года, без сомнения. Поэтому скоро Новый год. Если вы кому-то что-то собираетесь дарить, то пожалуйста. Очень даже хороший вариант для хозяйства. И в этом видео сегодня я хочу рассказать о том, как эту вещь обслуживать. А обслуживать ее периодически нужно. Как ее мыть, как в ней менять запчасти и что с ней нужно периодически делать, чтобы она хорошо работала. Погнали! Итак, первоначально базовые вещи. Робот-пылесос – вещица умная и, конечно же, работает на куче датчиков. У него сверху идет лидар, камера, которой он ориентируется по потолку. Сбоку идет датчик, которым он ориентируется по стене. Снизу у нас идет еще куча датчиков, так называемые датчики высоты, чтобы не упасть со ступенек и так далее, если у вас, конечно, есть какие-то ступеньки. И все эти вещи нужно обязательно не забывать протирать, промывать периодически. Хотя бы, конечно же, по мере загрязнения, но хотя бы там раз в 2 недели. При этом пылесос будет себя чувствовать очень хорошо. Основные причины и, скажем так, основные поломки, которые с этим случаются. Пылесос начинает плохо ориентироваться в пространстве и периодически даже не может найти базу. И это только из-за того, что у него грязные датчики. Никаких специальных жидкостей, конечно же, применять здесь не надо. Достаточно взять какую-нибудь тряпочку, ветошь и просто все это дело хорошенечко протереть от пыли. Этого будет вполне достаточно. 4 датчика снизу, 1 сбоку и 1 сверху. В лидар, в принципе, лезть не нужно. Там и протирать-то толком нечего. Протерли, поставили, забыли. Следующее – это внутренности. Если мы откроем крышку, мы увидим блок, в который у нас собирается мусор. И здесь надо периодически будет обслуживать фильтр. Фильтр нужно обслуживать для того, чтобы пылесос хорошо засасывал сюда в контейнер весь мусор. Когда фильтр забивается, происходит такое вот. Вы пылесос пропылесосил, вы хотите достать этот контейнер, а он говорит вам следующее. Фильтр забит. Извлеките пылесборник и очистите фильтр. Значит, нужно либо снять фильтр, а снимается он просто, он здесь на защелочке, и пропылесосить его. Либо заменить на новый. Здесь тоже периодически скапливается мусор и разного рода песок, поэтому его мы просто убираем обычным пылесосом. После этого внутри у нас будет чистота и порядок. Следующим делом не забываем обслуживать щетки. С этой щеткой, в принципе, делать ничего не надо. Просто когда она износится, ее нужно будет заменить. Обслуживать нужно основную щетку. Для этого мы открываем вот эту вот заглушечку и вынимаем отсюда щетку. Что нужно сделать здесь? Конечно же, смотрим, чтобы здесь не было ничего намотано, разных рода нитей, волос и так далее. И очень серьезно нужно следить за вот этим вот колесом. Как видим, у меня здесь уже валик из пыли. Его нужно, конечно же, чистить и снимать. Потому что все это дело находится здесь рядом с основным двигателем щетки, который ее вращает. И в конце концов, чтобы просто не заклинило, чтобы он не сломался. Хотя, если что-то будет не так, если ему будет тяжело крутиться, пылесос вам об этом скажет. Он выдаст очередную номерную ошибку и скажет, что на щетку что-то намоталось. Для этого мы ее достаем, чистим
и ставим обратно. Кстати, в комплекте для очистки щетки идет вот такая вот интересная приблуда. Первая нужна, наверное, для того, чтобы отсюда что-то выдирать, какие-то волосы. И здесь также есть ножик, при помощи которого мы будем подбираться вот так вот к этим волосам и обрезать их. Удобный инструмент. Ну и, конечно же, со временем все вот эти щетки и фильтр, который стоит у нас внутри, конечно же, приходят в негодность. И их надо менять. Для этого можно пойти в специализированный магазин, сервисный центр какой-нибудь Xiaomi, и там купить все эти вещи, а именно 2 щетки и внутренний HEPA-фильтр. Либо, конечно же, заказать все это дело на Алиэкспрессе, где оно в разы дешевле. Вот, для примера, я заказал на Алике для своего пылесоса комплект. Новая щетка, 2 новые вот эти вот щеточки с кисточками и целых 2 HEPA-фильтра, вот таких вот новых, которые мы все это дело поставим туда. Менять это нужно все по регламенту, все это есть в мобильном приложении. Если зайти там в Fittings and Maintains, нам все это дело покажет, когда оно будет изнашиваться. По замене, конечно же, все элементарно просто. То есть мы точно так же открываем щетку, достаем как для чистки и просто вместо нее ставим новую. Закрываем. Чтобы поменять вот эту вот щеточку с кисточкой, здесь нам нужно будет открутить 4-гранный винтик. Итак, откручиваем винтик, достаем старую щетку и на ее место точно так же ставим новую и закручиваем. Все, новая щеточка установлена. Как видим, что оригиналы, что не оригиналы, абсолютно одинаковой длины. Оригинальная серая, не оригинальная, купленная на Алиэкспрессе, такая беленькая получается. И, перевернув пылесос, мы точно так же открываем его крышку, достаем отсюда контейнер для мусора и меняем тот же самый HEPA-фильтр. Как видим, все становится отлично. Конкретный регламент, когда все это менять, мы можем заметить в мобильном приложении. Для этого мы заходим в наше приложение Mi Home, заходим в пылесос, заходим в меню, дальше заходим в меню Fittings and Maintains, и здесь видим в процентах, насколько изношены или не изношены наши щетки, грязные датчики и так далее. Пылесос все это вычисляет в часах работы. Конкретный регламент работы по часам. Как только настало время, значит, пора менять. Ну что, вот про его обслуживание в принципе и все. Как видите, все довольно просто. Держим в чистоте, чистим датчики, периодически меняем комплектующие. И будет вам служить он верой и правдой много-много лет. Поэтому, дорогие друзья, если у вас еще нет робота-пылесоса, советую, приобретайте. Облегчает жизнь просто супер. Вот, в принципе, и все, дорогие друзья. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, заглядываем в описание. Всем пока!